Всем привет! С вами канал Денисыч. И мы с Мираной в очередной раз отправились на охоту. Ну в этот раз мы решили не только поохотиться, но и развести, возможно, костер, приготовить еду. В общем-то, по той причине, что зайцев не так много в этом году, поэтому я решил себя сильно не расстраивать и просто отдохнуть на природе. Да, я вот такой вот четырехглазый. Зарядил я опять же единичку. Видно, нет? Единица. И вторая тоже у меня единица. На всякий случай с собой ношу пули, конечно же, потому что возможно встретиться какое-то очень крупное животное. Все возможно. Вот, поэтому мы с Мираной отправляемся. Идем по вот такому вот сосняку. Возможно, что-нибудь найдем. Следы есть, но они уже не свежие, не первой свежести, поэтому, возможно, зайца и не будет. Надеюсь еще дойти сегодня до петли, которую я поставил в предыдущий раз. Посмотреть ее, возможно, зайчик там сидит, а возможно нет. Но идти очень далеко, поэтому посмотрим, дойдем, не дойдем. Иду на лыжах, снег уже по колено, идти неудобно. И двигаемся очень медленно. Ладно, пойдемте. Вот чей-то след идет. Но не сегодняшний. Мирана, что ты? Кто-то шел. Ну, какое-то крупное животное. Я не думаю, что это лиса. А вот это вот уже похоже на берлогу медведя. Вот, смотрите. Страшно? Очень. Я ж с единички сменил на пулю. Все равно как-то опасно ходить. Поставил пулю. Покажу вам. Вот она, пуля. Сразу две. Пока зайчика мы в любом случае не видели. Пускай у меня лучше пули стоят. Вдруг кого встретим. Слышь, слез сразу же. Увидел это место. Тем более следы были. Чьи-то. Крупные такого животного. Поэтому очень сильно остерегаюсь. В общем, иду мимо этой берлоги. Пойду дальше. Не буду рисковать. В общем-то, я вышел на дорогу по той причине, что увидел Ниву опять. Эта Нива туда-сюда каталась, как будто хотела, ну, чтобы я вышел. Съехать она не могла, потому что очень много снега. В прошлый раз инспектор съехал прямо в поле. Ну, там снега совсем чуть-чуть было. А сейчас же, видно, не видно на кадре, эта Нива ждала танкетку. ГАЗ-71, типа того. И сейчас они вот до сих пор, я вижу их, они что-то там аварийку включили, катаются по полям. Видимо, тоже охотники, охотятся, не как я на лыжах, конечно же. Вот, по этой причине мне пришлось выйти. Думаю, узнаю, может, за мной. Хотят проверить документы, а я туда-сюда бегаю. А оказалось, нет, они ждали просто танкетку. Как раз я выхожу на дорогу. И танкетка с другой стороны выезжает. Вон они что-то стоят, там что-то делают, не знаю. Ладно, сейчас проеду чуть назад, обратно проеду. И пойду попробую, дойду до петли, но уже без лыж. Что-то мне с лыжами тяжелее идти, чем без лыж. Не знаю почему, но так получается. Пойдем. Вот она, танкетка. У меня, правда, линза вся запотела.
тепло зашел. И вот Нива стоит. Мутно, правда, блин. Приехал эвакуатор большой там. Сейчас будет ее грузить и, наверное, куда-то поедет она. Вот танкеточка стоит. Против солнца что снимаю. Переехал я на другое место. Тут мне поближе идти до петель. Ну, всего лишь 700 метров, в принципе. Наверное, все-таки пойду на лыжах. А может пешком. Сейчас посмотрю еще. Тут стоит уже конкуренты. Вот такой вот УАЗик. И след от мотособаки. Туда пошел. В ту сторону, куда как раз мне и надо. В общем-то, что я хочу сказать. Еще была Нива. Я думал, это тоже охотники. Нет, это рыбак. Поймал что-то, говорит, щуку поймал вроде бы здесь. Вот. Машины тут ездят. Машина есть, поэтому сейчас пойдем до петли, проверим ее, посмотрим. И если что, покушаем, то есть уже хочу. Как вы поняли, я пошел пешком. Фу, по той причине, что лыжи, крепления лыж, они сваливаются постоянно, растягиваются, и просто невозможно идти. Вообще никак. Поэтому я решил пойти пешком. Да, тяжело, да, лучше на лыжах, но невозможно на них идти, сваливается все. Неудобно, в общем. А тот мужик, который охотник, он сказал, что видел зайчика, но это было не сегодня. На той неделе он пробегал через речку. Вот, но он не знает, куда пошел. Возможно, его уже кто-то подстрелил. Возможно, уже в другой стороне где-то. Мы идем по вот такому вот лесу вместе с Мираной. Двигаемся, в общем, потихонечку. Да, конечно, техники какой-то не хватает. Может, какой-то мотособака хотя бы. Или снегоход тот же самый. Но есть что есть. Мы, охотники, прям не такие, которые постоянно этим занимаются. Поэтому мы пешком можем походить. Даже без лыж. Ладно, пойдемте дальше. В той стороне кто-то стучит, как будто забивает гвозди. У меня еще такой вот следопыт, монокуляр, так вроде его называют. В общем, типа бинокля, только с одним глазом. Сейчас гляну, посмотрю. Может, увижу что. Пока никого не видно, сейчас покажу вам. Может, вы тоже что увидите. Смотрите, висит бутылка, а рядом торчит вот такая вот труба. Как вы думаете, что это такое может быть? Такая труба.
В общем-то, дошел я до петли. Вот тут она должна была стоять, но ее уже нету. Либо ее так снегом завалило, потому что когда я ее ставил, тогда еще немного было снега. Вот, все тут я раскопал ногой. Миран тоже мне помогала, рыла. Не могу найти никак, вообще нету. В общем, сейчас буду разводить костер, поем и пойду обратно. По той причине, что уже ничего нету. Так что сейчас с вами разведем костерчик, приготовим еду и покушаем. Взял я с собой вот такую вот консерву, говядина тушеная, по той причине, что я знал, как обычно, скорее всего, зайчика не будет. По той причине, потому что его тут вообще нету. Следы есть, но они очень редкие. Сейчас откроем консерву нашу. Ножом бабочка, не знаю, сломается, не сломается. У меня есть нож именно охотничий, но попробую это открыть. Так. Угу. Чтобы держалась бы. Крутится, вертится. Ну, все вроде проткнулось. Сейчас мы ее откроем. Аккуратненько. Главное самому не порезаться. Вот так вот, в принципе, идет. Подогреем маленько ее. Так вот. Покажу, какая тушеночка. Вот такая вот тушеночка купил в светофоре, не знаю. И до этого ели. Нормальная вкусная тушенка. Вон сверху жир, а снизу мясо. Видно, нет? Ну вот сейчас подогреем, чтобы этот жир растопить. И будем кушать с вами. Пускай греется. Горячая уже. О,
Смотрите, все растаяло. Банка сама горячая уже стала. У меня есть такая вот ложка, мультитул. Тут вилка, ложка, штопор. Мясо. Так, жир я сильно не хочу есть. Я хочу мясо. Да, я Миране сейчас отдам этот жир. Миран. Миран со снега прям съест. Я хочу мясо. Я сюда шел, в принципе, за мясом. И хочу мясо поесть. Вот оно. Мясо. Нормально теплое. Сейчас Миране отчерпаю жир этот. Пускай тоже поесть. Миране сюда. Видно? Я Миране даю. Она прям со снега съедает. То есть он застывает, жир этот. Кушай. Ешь, ешь. Столько много прошли. Ну все, и сам, в принципе, поем. Иди-то. Все, иди. И дома поешь. Вкусное мясо вообще. Сейчас покажу прям какие волокна тут. Нормально. Я до этого все таскал эту банку. И никак она мне не пригождалась. Сейчас вот есть захотел. Костерчик развел, подогрел. Вообще самое то. Надо будет еще такие взять. Портфель накидать. А то дичи нету. В следующий раз, кстати, поедем на рыбалку с вами. Поэтому Мирану с собой возьмем. Вот, так что у меня бур там. Все есть для этого. Есть удочка зимняя. И жерлица есть. Поэтому, думаю, может рыбалка хоть будет продуктивная. Возможно, сюда вот и поедем. Здесь мужик, ну, ловится, но редко, конечно. Сказал, щурагайки есть. Щука есть. И так. Что-то карасики или что-то типа того сказал. Вот, поэтому в следующий раз ждем видео. Поедем на зимнюю рыбалку рыбачить. Охота не удается. Какой раз уже? Уже в 3-й раз я еду. Или даже 4-й. Но никого нет. Я сколько хожу. И вообще безрезультатно. Это, конечно же, мне очень не нравится. Я думаю, и вам бы тоже не нравилось. Поэтому, думаю, может, рыбалочка будет хоть результативнее. Посмотрим, что поймаем. И думаю, будет поинтереснее. Хотя на следующие дни передают очень сильные морозы. Опять 30-40 градусов. До этого все дни стояли такие 30-40. Вот вчера было тепло, плюс 5, ну, ой, плюс 5, минус 5. Но я не поехал. Был еще не готов. А вот сегодня минус 15, в принципе, более-менее такая погодка. То есть самое то. И, ну, нормально. То есть комфортная температура для охоты. И не холодно, и не жарко. Идешь, приятно ходить. Но лыжи, конечно, подводят. Надо крепление менять на них. И все, тогда можно будет идти. Вот, смотрите. Вот это вот кусок мяса. Если его разломаю. Вот, смотрите, смотришь, вот кусочек мяса. И он очень вкусный, прям вообще. Можно есть. Поэтому, в принципе, отзыв даю. В принципе, нормально. Это никакая не реклама. Просто взяли. Вкусно. Ну все, сейчас, в принципе, я доедаю. И пойдем с Мираной до машины и поедем домой. Вот такое у нас видео получилось. Как я уже сказал, ждем новое видео. Будет про рыбалку. Ну и так, дрессировка, воспитание. Про кошек также снимаем видео.
Так что обязательно смотрите на канале Денисыч. Здесь будет еще много интересных видео. Подписываемся на канал, ставим большие пальцы вверх. С вами были Денисыч и Миран. Миран, сюда. Вот мирашку хоть видно, что было. Давайте. Всем удачи, всем пока. Я доедаю. И мы идем домой.